Всем привет, с вами Дэн. Итальянский бренд Винцанико представил новиночку. Здесь вот буклетик, где есть некоторые, вот здесь основатели, некоторые модели. И очень многие модели я, кстати говоря, показывал на канале уже, да. Ну что ж, давайте теперь смотреть новиночку. Это у нас лаконичная модель в стиле элегантный спорт, конечно же. Ой, какая красота! Ой, красота! А главное, посмотрите, какая толщина! Хо-хо-хо-хо-хо. Вот это круто! Кстати, модель стала доступна к покупке буквально вот недавно, с 26 сентября. И это первая модель бренда в стиле, ну я бы сказал так, элегантный спортивный люкс с интегрированным браслетом. Однако, конечно же, в итальянском прочтении. Так, ну давайте я сейчас пленочки все сниму, а потом мы продолжим. Слушайте, ну это красиво. Это очень элегантно. Блин, они на картинке, конечно, на рендерах, ну не так выглядят вживую. Это небольшие очень часы. Очень красивые и прям хочется их держать и держать в руках. Ну, давайте разбираться по порядку. В общем, что такое Венецианский арсенал? Это комплекс бывших верфей и оружейных складов, расположенный в городе Венеция на севере Италии. Место на протяжении веков было центром технологических инноваций в Серениссиме, и модель арсенала таким образом нацелена на сочетание классики и современного дизайна, ну, как говорит производитель. И всего доступны 3 версии с разными цветами циферблата: синий, черный и сиреневый, как в моем случае. Ну и знаете, вот, наверное, важно сказать, что несмотря на огромное количество моделей и брендов, да, которые явно пытаются подражать дизайну Джеральда Дженте, Венецианико, как мне видится, сделали именно свою интерпретацию такого вот элегантного спорта с интегрированным браслетом, и им удалось. Ну, реально, эта модель не похожа ни на какую другую. И ой, хороши. И мне прям, знаете, что хочется? Мне хочется сразу посмотреть, какая здесь высота. 8,5 я даже намерил. У них по умолчанию, ну, если тут не сильно сжимать, да, вот где-то 8,7 получается. Ё-моё, это потрясающе. Так, ну ладно. Давайте по безелю глянем. 38,1, по корпусу немножко побольше будет. 39,6 я намерил. Высоту уже разобрались. Значит, браслет в точке крепления к корпусу 25,2, в точке застежки, ну тут прям немного, 16,6. Ой, красиво как, хорошо и вкусно. Так, и от ушка до ушка, давайте попробуем здесь вот так приложиться. 43,4, слушайте, ну идеально, просто идеально. Это прям костюмник. Это костюмник, и вот оно на запястье. Это хорошо. Это красиво. Да, вот этот размер мне нравится. Это размер аккуратный. И они реально невысокие. Вы знаете, что мне вот как бы, может быть, не очень зашло у Christopher Ward Z12, да, они были все-таки как-то пухловаты, высоковаты, и, может быть, больше элементов разных на них было, которые мне хотелось, чтобы их не было. Здесь вот именно простота, элегантность, но не лишенная такого вот некого эффекта блеска, потому что есть зеркальные поверхности. Это рант, это край корпуса, верхняя часть, да, это верхняя часть браслет, звеньев браслета. И, конечно же, у нас переливаются метки и стрелки на циферблате. Не хочется, честно говоря, снимать запястье. Здесь классный корпус, классный браслет. Это ощущается уже просто на руке. Но, в общем, нам надо все-таки поговорить про эти часы. Итак, по характеристикам корпус и браслет сталь 316L. Ну, по крайней мере, фабричные, да, измерения здесь: диаметр 40 мм, высота 8,95, хотя я намерил чуть даже поменьше. Внутри стоит Miyota 9029 автоматик, да, с автоподзаводом, то есть такой премиальный японский калибр от
Миоты, и это как раз позволяет нам сделать такие невысокие часы, невысокий корпус. Сапфир с внутренним антибликом у нас стекло, водозащита 50 метров, то есть это именно вот что такой костюмник, да, пусть и в элегантно спортивном стиле, но тем не менее, руки помыть, под дождь попасть можно, ничего им не будет. Браслет Canova. Немножко измененный, как я вижу, Canova концепт. И что касается цены, то в Европе 800 евро с НДС. То есть, в принципе, с учетом характеристик, с учетом бренда и с учетом, как мне кажется, качества, это прям приятная цена, да. И смотрите, какие у нас красивые здесь женевские волны на циферблате. Это прям добавляет такое, да. Это добавляет немножко, как мне кажется, хотя это называется женевские волны, но немножко добавляет итальянского здесь стиля, то есть какой-то вот элемент, да, украшения должен быть обязательно на этих часах. А во-вторых, ну это красиво, то есть циферблат здесь лаконичный, минималистичный, но определенное украшение на нем есть. И это правильно, потому что, ну, собственно, они должны быть. Это же элегантный спорт. Только часовая, только минутная стрелка, нет секундной стрелки. Для меня это прям восторг. Вообще нет ничего на циферблате, метки, никакой ни даты, ничего. Вот это всей этой ерунды, бурды, которой вообще не должно быть, по моему скромному мнению. Здесь этого нет. Значит, все, логотип Венецианика очень лаконичен, даже никакой надписи, ничего нет. Надпись Венецианика вот здесь внизу только, да, прям совсем-совсем не видно у отметки 6 часов. И все, и стрелки. И стрелки частично скелетонированы, но прям немножко, такие на иголочное ушко, я бы сказал, похоже. Это скелетонирование. Такие у нас получаются мечи, да, здесь очень аккуратные. И все. Есть еще минутная разметка на таком по краю циферблата, но максимально просто, нет ни люма, ничего. И это классно. Мне нравится именно вот такая лаконичность в часах. Но здесь, в отличие от, скажем, немецкого стиля, вот именно это количество полированных поверхностей и, конечно же, сам циферблат с его женевскими волнами, это как раз вот сразу узнаешь, что здесь поработали итальянцы. Мне кажется, классно. Очень круто. На мой взгляд. Импонирует мне такое сочетание сдержанности, лаконичности и одновременно шик вот, да, в виде такого классного отделанного циферблата. Стрелки здесь доффин, да, они, вот, если правильно их называть, частично скелетонированные. И, как мне кажется, они так даже вот прибавляют такого внимания к циферблату. Ну вот, давайте, что-то мне захотелось еще уже, раз уж мы про характеристики говорим, а по весу здесь, да, 136, с учетом того, что это все-таки браслет, это прям немного, это хорошо. Но часы чувствуются на запястье, все как я люблю. Значит, по браслету у нас про запас, ну, сантиметра 3 точно есть, и я думаю, что это как раз достаточно, потому что вот мое запястье 18,5, плюс 3 где-то, ну, на 22 не сядут, а больше не нужно, ну, просто потому что это не модель для крупных запястий. Мне нравится, что здесь нет никакого, вот, как это часто бывает у интегрированных браслетов, когда первое звено, оно прям совсем вот так вот, да, идет. Здесь оно вполне себе вниз загибается, вот, ну, представить себе запястье, которое было бы меньше, чем эти часы, только если там девичьи, да, например. Поэтому эти часы сядут на любое запястье, и это здорово. Вот это правильный подход. То есть вот Венецианика в последних своих релизах очень явно показывает, что они заботятся о вот таких вот вещах минимальных, которые вроде со стороны на них не будешь обращать внимание, они важны только при носке часов. По корпусу, ну, корпус превосходен, да, он элегантный, у него много граней, да, но он имеет законченную и такую вот лаконичную структуру, которая хорошо выделяет эту модель из череды часов в стиле Royal Oak, и, как мне кажется, это здорово. Ну, во-первых, мне нравится, конечно, это вот эта законченная полированная грань, которая идет с браслета, переходит на ушки, корпус, и дальше там уже она переходит сама в себя, с одной и с другой стороны, конечно же. Аккуратные небольшие наплывы на заводную головку, небольшая такая в стиле, немножко на корону похожая заводная головка сама по себе, матовая, да. У нас идет сатинирование по верхней части ушек, боковая часть такая широкая, с зеркальной полировкой. Центральная часть звеньев тоже сатинированная, но, посмотрите, грани по звеньям, они не просто отделаны хорошо, они еще с зеркальной полировочкой. Посмотрите,
Посмотрите, как все переливается. Это сделано прям на высочайшем уровне. Мне нравится браслет. Очень мягкий с нижней части, да, очень такой, грани резкие, переходы резкие, но при этом все сделано мягко. То есть все сделано на очень высоком уровне. И это важно для таких браслетов, потому что здесь, как вы видите, это такая стилистика, когда звенья очень близко находятся друг от друга. И важно, что вот у него идеальная геометрия, и он так классно сделал. Ну, ребята, красавчики. Боковая часть с сатинированием. Очень мелким, очень классным. Посмотрите рант, да, у него, во-первых, есть вот это вот такое рифление, очень небольшое, и опять же, прям минимальное, и вот по нему проводишь, так прям приятно, нигде ничего не цепляется, очень. Оно при этом звенит своим, да, качеством, но нигде ничего вот чрезмерного здесь нет. И получается так, что чуть ниже этого ранта есть еще один элемент зеркальной полировки, и опять же выше ранта, да, верхняя часть, тоже зеркальная полировка. То есть раз грань полировка, потом идет рифление, потом центральная часть еще зеркальная полировка, потом верхняя часть корпуса зеркальная, потом сатинирование, потом опять же нижняя крышка, посмотрите, задняя крышка, да, опять же рифление, зеркальная полировка и матовая, и здесь красивая гравировка, конечно же, вот этого вот арсенале из Венеции. Очень детализированная, как на монетке, да, все аккуратно, все очень мелко. И прям, знаете, мне кажется, в этой модели прям проявилось стремление венецианика делать маленькие, небольшие детали, которые прям вот показывают внимание к мельчайшим уже деталям. Вот мне нравится все, что касается безеля, мне нравится, что касается задней крышки, даже надписи все очень-очень маленькие. И это здорово, это прям вот шаг вперед. Мне кажется, с этой модели они сделали большой, очень приличный шаг вперед. Может быть, это на эмоциях немножко, но уж поверьте, сотни, а то и тысячи часов, которые прошли через мои руки, они все-таки запоминаешь, да, уже и чувствуешь, как вот прям взял в руки все, это кайфово. Так, ну что ж, как я говорил, браслет немножко, да, претерпел изменения Canova, теперь он называется Canova Concept, и мне кажется, к стилистике часов он, конечно же, лучше подходит. У них, кстати говоря, раньше была же модель Арсеналя, и теперь это полностью переработанная модель, это вообще все уже по-другому. Так, ну что ж, хочется мне, знаете, что сделать? Вот что вам показать, что есть на самом деле еще вариантик такой, вариантик, да, вариантик с ремешочком каучуковым. Тоже с сиреневым цветом, да. Красивая бакля, зеркальная полировка, сатинирование. Здесь все брендированное и красивое вот это крепление к корпусу. И вот здесь, кстати, можно хорошо рассмотреть, да, зеркальная полировочка у нас, сатинирование, и опять переходит в зеркальную полировочку. Единственное, что бы здесь хотелось, конечно, систему быстрой смены браслета. Но с другой стороны, вот положа руку на сердце, я скажу так. Ну, конечно, это прикольно, что есть в комплекте такой ремешок. И на лето, наверное, это будет приятно. Но мне кажется, перебор, во-первых, сиреневый плюс сиреневый. Хотя, возможно, лето, солнце, вода и море, и это будет окей. Но здесь настолько хороший браслет в базе, что я бы никогда ни за что его просто не снимал. Он просто потрясающий. Это прям вау. Поэтому да, вот этот браслет классно. И в принципе попробовать можно погонять с ним. Но вот это база. Читаем в отражении безеля текст из буклета венецианика. И мне нравится это отражение. Но здесь зеркальная полировка прям высочайшая. Мало того, что на мельчайших деталях, так еще видишь себя прям вот как действительно в зеркало. О, а здесь посмотрите, женевские волны, да? Как это красиво. И как они переливаются, когда меняется угол освещения. Лого, стрелки. Метки, и вот он безель. Но здесь все потрясающе. Так же, как и сзади. Ну, что я хочу сказать по итогам.
Может быть, это первая эмоция, но по мне так это, наверное, лучшая дизайнерская реализация, именно дизайнерская реализация данной стилистики в пределах пары тысяч долларов. Арсенали гораздо утонченнее, элегантнее, чем те же Christopher Ward Z12, например, чем Titani Impetus, которые тоже были на обзоре, или, как мне кажется, даже лучше, чем Atelier Wayne гонконгские, потому что те, может быть, чересчур хамажистые. Здесь свой стиль, свой дизайн, прекрасные пропорции, отличные характеристики, ну и цена, мне кажется, соответствует эти часы каждому евро, который за них просят. Они выглядят дороже, чем они стоят, это 100%. Вот такая модель. Вот так вот мне зашла. Напишите, как вам, Венецианика, что может быть еще показать от этого бренда. Ну а на этом всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.